Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Уже такой период, когда жаркое готовишь, и хочется именно вот таких помидорок малосольных. Но чтобы их быстро приготовить, нужно использовать вот этот рецепт, который я уже много лет использую. И с вами сейчас поделюсь, что мне надо. Ну, я выбираю помидорки, которые могут вместиться в банку. У меня банка уже готова, чистая, содовый раствор всегда доводит банку до идеальной чистоты. Далее беру помидоры, помыла. И вот обязательное условие, мы хотим очень быстро получить вкусняшечки, томатики. Я очень люблю малосольные, мы тоже любим малосольные. Вот этот период осени, конец августа, сентябрь, октябрь. А обычно мы закладываем на засолку. Нужно время 10 дней ждать, 2 недели, если в погребе. Поэтому я беру, а я хочу быстро. В течение 2 суток, на вторые сутки мы уже едим. Вот именно в этой части я прокалываю деревянной вот этой палочкой. Вот она. Вот. Все помидорки, которые будут у меня в банке, стараюсь как можно глубже взять, но не прокалываешь совсем, чтобы было аж на выход. Вот так. Где-то 8-10 проколов таких делаю. Вот. Очень хорошо возле плодоножки вот эти тоже проколы сделал. Укладываю в банку все вот эти томатики, которые будут идти на то, чтобы быстро созреть. У нас называются помидоры малосольные, срочные. Вот. А затем мне нужно, я уже наложу, и чтобы не терять ваше время, что мне нужно сейчас, очень важно, заправку какую приготовить. Значит, беру красный перец, можно зеленый. Так как все хотят в граммах, мне половина перца достаточно на 1 трехлитровую банку. Беру половину перца, его измельчу, 6 граммов зеленого укропа. Можно еще, если есть такие желания, можно петрушечку. У меня просто петрушка закончилась. Много укропа, укроп тоже очень хорошо, вкусно получается. Кто-то любит сельдерей, это все по желанию. Далее беру обязательно чеснок, 40 граммов я взвесила, это головка. Лук, 1 луковицу 60 граммов. 1 морковочку, тоже где-то граммов, не где-то, а 65 граммов получилось. Ну, маленькую морковочку взяла. Мне надо обязательно 3 ложки сахара и 1,5 ложки сверху крупной соли. Сейчас все по порядку объясню, как и что я делаю для того, чтобы получить очень срочно, очень быстро малосольные томаты. Все овощи, перец, чеснок, лук, морковь, укроп, все измельчила. И сейчас буду измельчать все. Ой, какой запах. В общем, все измельчила. А теперь принимаемся за банку с помидорами. Помидорки уже все в банке. Заливаю холодной водой. Почему я заливаю холодной водой? Для того, чтобы узнать количество воды, сколько мне нужно будет. Вот чуть-чуть не доливаю. Вот так вот. А теперь я знаю, сколько мне надо именно воды. То есть я вот эту сейчас воду солью в кастрюлю. Вот я слила воду с 3-литровой банки. Бывает 1,5 литра, бывает чуть-чуть больше, бывает чуть меньше. Все зависит от количества томатов в банке. Если чем крупнее, тем больше воды. У меня более мельче. 1,5 литра воды. Сейчас сюда в кастрюлю добавляю вот эти все измельченные овощи. Далее добавляю сюда 3 ложки сахара сверху. И сверху вот 1 ложку я сверху соли крупной каменной и 2 ложку неполную. Получается у меня 1,5 ложки соли и 3 сверху ложки сахара. Это столовые ложки. Ну, естественно, все вот эти специи, все сюда добавляю. И сейчас отправлю все это на газовую плиту, чтобы оно закипело. Забыла измельчить перчик, поэтому сейчас уже добавляю, почти закипел у меня вот этот рассол. Добавляю половину зеленого колокольчика без семян, потому что он тоже дает очень вкусный такой аромат. Ну что, закипает. Закипело. А теперь этот рассол заливаю в банку доверху. Вот, залила рассол и просто металлической крышкой на 10 минут оставляю эти томатики. После чего
10 минут прошло, снимаю и снова сливаю в кастрюлю весь рассол. И несу на газовую плиту, снова включаю на вес. Смотрите, какие они классные. Ну, пока у меня кастрюля на плите, готовится рассол, второй раз должен закипеть, и я его залью уже сюда в банку. Просто хочу сказать, ответить, вернее, на те вопросы, которые мне задают наши читатели и зрители. Что делать, если зеленые помидоры, и хочется тоже быстро получить очень вкусные квашеные помидорчики. Тоже вот таким образом. Кстати, ни уксуса, ничего другого, ни лимонной кислоты я сюда не ложу, потому что томаты сами имеют достаточное количество кислоты. Вот то, что я вам сказала: соль, сахар и специи. Так вот, если вы зеленые хотите тоже сделать очень быстро, ну, зеленые надо где-то до 3 суток. Вот этим можно даже через сутки уже. Тогда зеленые просто-напросто вот эту шкурочку можно будет снять у зеленых. И то же самое вот таким образом дважды залить. Ну, а что дальше будет, сейчас вам все покажу. Второй раз закипает этот рассол. Бросаю сюда еще лавровый лист и 8 горошин ароматного черного перчика. А теперь заливаю вот этот закипевший вновь рассол. Теперь с лаврушечкой, с черным перчиком. И вот это все наполняю банку. До верха. Банка полная. Накрываю пока металлической крышкой. И воздушное охлаждение, естественно, пока не остынет, через 12 часов. То есть вот сегодня я в 10 часов утра вот это все сделала, а завтра уже где-то к обеду можно будет эти помидоры есть. Сейчас вам покажу помидоры, которые мы уже сделали, и будем их уже. Вот какие они вкусняшки. Вот банка, уже заканчиваем помидорки. Ну и сейчас уже новые заготовили, чтобы у нас в ближайшие дни тоже вот это вкусное. Видите, прокислилось. Очень вкусные эти помидоры. Так что, если зеленые готовьте. Измельчайте не только красный, зеленый перец. Измельчайте овощи, и очень быстро вот такую вкуснятину будете себе готовить. Всегда свежее, всегда малосольное. И очень-очень витаминное, и очень вкусное, и полезное. Ну что ж, мы прощаемся с вами до следующего видео. А вам желаем приятного аппетита и хороших вкусных заготовок.